Всем привет! Это новый выпуск влога. Мы в одном из самых дорогих городов Европы. Здесь до Альп рукой подать. Пивные кружки передают по наследству, а местным не нужен особый повод, чтобы одеться в национальный костюм. На завтрак здесь подают холодный картофель и запивают пивом. И все это вовсе не странно для тех, кто живет в Мюнхене. Поехали! Привет, Алина! Привет, Васа! Спасибо, что согласилась с нами встретиться, познакомить нас с Мюнхеном. Скажи, а за один день вообще реально посмотреть этот город? Не только реально, но и нужно выделить буквально один день на центр, на то, чтобы прочувствовать город. Зайти в Мюнхен нужно обязательно через ворота, через Карловы ворота. Это постройка 13 века, но, как и 8 столетий назад, через нее проходила основная магистраль. Так и сейчас все люди заходят на пешеходную улицу именно через эти ворота. Давай сделаем это. После ворот начинается основная дорога, которая называется Нойхаузерштрассе. Посмотреть, как ты говоришь, Мюнхен за один день можно. А сколько времени понадобится для того, чтобы понять этот город, ощутить, как-то найти подход к местным? Что для этого нужно и как много времени на это нужно потратить? Понять город, я думаю, можно не сразу. Я здесь всего-навсего год, и даже до сих пор я его еще чувствую, изучаю. В Мюнхене все очень четко разложено по полочкам, грубо говоря. То есть есть ритм, который тебе диктует, ты должен засыпать в определенное время, ты не можешь слушать громко музыку тоже после конкретного времени. Ты должен ездить по дороге, если ты на велосипеде, вот именно по этой. Он так обволакивает себя, но диктует правила. И на самом деле для приезжего, для иммигрантов, мне кажется, это удобно. В целом комфортный город. То есть для таких прагматичных, спокойных, рассудительных людей, я думаю, он очень-очень подходит. Ну, какие-то вот особенности даже режима работы города, можешь рассказать? Режим работы магазинов удивляет, потому что в воскресенье не работает ничего. Кроме каких-то булочных, они очень любят булочные, кондитерские, маленькие кофейни, куда можно зайти вот на таком столике, попить кофе с круассаном. И вот они закупают тоннами продуктов в субботу, а в воскресенье все сидят дома, скорее всего. Либо они выезжают на природу, на озера. Продукты в Мюнхене, именно вот в Баварии, очень свежие, вкусные и большое изобилие. Единственное, нет рыбы, очень мало рыбы, она в основном на севере Германии. Мы в этом плане немножко страдаем, потому что мы мало едим мяса, много едим рыбы. Магазины тоже поделены на сегменты ценовые. Можно найти для себя бюджетный магазин всегда, можно найти какой-то, где биопродукты. Они фанаты био. И если есть надпись «био» и выглядят бананы не очень симпатично, например, бананы, то, скорее всего, они ничем не обрабатывались и будут стоить в 2-3 раза дороже. В месяц, я думаю, 350 евро, 300 даже евро, даже 280 евро вполне может хватать. При том, что мы питаемся довольно-таки правильно. Одно из самых древних зданий и пивных, которая основалась еще в 1328 году. И вот видно, что Августинер там написано на фасаде. На самом деле вот в Мюнхене есть несколько сортов пива, и на Октоберфест можно продавать и предлагать людям определенные сорта, которые местные, которые разливаются только в Мюнхене. Здесь очень много пивных заводов. Августинер одно из тоже таких брендовых имен. Скажи, а как оформить сим-карту? Я слышала, что здесь достаточно сложно это сделать. Да, чтобы оформить сим-карту, нужно ее приобрести, затем тебе нужно ее активировать, а чтобы ее активировать, нужно связаться с работником
этой компании и сделать подтверждение через интернет, через, по-моему, даже Skype, насколько я помню, с подтверждением паспорта. Ну, в общем-то, так же, как и открыть банковский счет, завести карту, то же самое нужно проделать. И есть такой важный нюанс, они любят очень бумажную переписку. Они обожают письма и все пишут именно там. То есть даже если ты подал какие-то документы, например, на интеграционные курсы, они тебе пришлют письмо, что они приняли в обработку твои данные. Очень сложно с Wi-Fi в городе. Практически нереально найти точки, где можно подключиться. А если подключились, то очень медленно, на самом деле, интернет. С чем вот это связано? Возможно, это связано с защитой данных, с тем, что рестораны и точки доступа обезопасили себя таким образом очень хорошо. Но у меня есть предположение, что это связано с старостью сетей вот этих вот коммуникаций. Здесь мы видим Белую церковь, одну из моих любимых. Это крупнейший собор XVI века эпохи Ренессанс. Называется Церковь Святого Михаила. Чем она известна? Тем, что в ней расположены мощи святых Людвига II и Вильгельма V, королей. Но после пожара они перемешались, и сейчас уже сложно понять, чьи останки кому принадлежат, но они все там находятся. Здесь мы видим на фасаде Святого Михаила, архангела, и покровителей собора, 16 ангелов. Давайте зайдем внутрь. Посмотрим красоту. Как ты видишь местных? Вообще, как к ним подход найти? Какие у них традиции есть? Как себя местным здесь чувствовать? Я думаю, чтобы чувствовать себя немцем, нужно только родиться немцем. Они очень аккуратно принимают в свои круги. Да, берут часто в жены русских, есть такая практика. Но в целом такая очень замкнутая нация. Есть у немцев такая особенность, они очень любят проводить много времени со своими детьми, постоянно купаются с ними, занимаются спортом. И часто можно увидеть такую картину, как семья приезжает на озеро, выбегают из машины, залазят, запрыгивают на кайтсерфинг. Они очень много ходят в горы, хайкингом занимаются. Они постоянно путешествуют по лесам, на велосипедах. То есть здесь вот в этом плане есть что подчеркнуть. Что это за кабанчик такой милый? Существует такая традиция, нужно потереть носик и обязательно сюда вернуться после этого. Проверим, работает ли. Расскажи про систему образования, как она здесь построена. Система образования в Мюнхене, как и вся Германия, ступенчатая, четкая и понятная. Вначале ты идешь, если начинать с самого начала, ты идешь в Grundschule, потом ты идешь в Hochschule, потом в гимназию, определяешь, куда пойти в университет, именно в ту гимназию ты идешь, заканчиваешь университет и затем поступаешь или не поступаешь в магистратуру. Для архитектора, в моем случае, нужно обязательно закончить магистратуру, если ты хочешь подписывать чертежи, если ты хочешь открыть свое бюро, свою мастерскую. Мы сюда приехали по программе высококвалифицированных специалистов. То есть моего мужа пригласили на работу. Соответственно, я должна была к нему приехать. И в Мюнхене тоже есть правило, в Германии. Ты не можешь просто так приехать, хоть ты и жена. Ты должен подтвердить знания немецкого языка. Базовые знания, но на самом деле
если ты его абсолютно не знаешь, для тебя это не базовый, а фундаментальный и сложный довольно-таки. Вот это был такой очень сложный момент при переезде. Здесь мы видим такой символ города, Луковки, башня Фрауенкирхе. Она постоянно находится на ремонте, ее фасад постоянно реставрируется, потому что она уже очень старенькая. В Германии существует закон, что новые здания не должны быть выше верхней отметки Фрауенкирхе, это 100 метров. И есть такой интересный факт, что вот вся стилистика здания такая готическая, она не соответствует макушкам, это луковки так называемые, у башен двух, потому что за 57 лет строительства архитектор так и не успел достроить именно вот эти макушки. Их пристраивали уже после. А вообще сама легенда, она тоже очень интересная, связана как раз с этим Тeufeltiefem, след дьявола так называемый. Когда архитектор не успевал достроить здание, он обратился за помощью к дьяволу, он сказал: дьявол, у меня не хватает денег и средств достроить. И он ему дал такую задачку: а ты построй все здание без единого окна. Тот согласился и даже как будто бы воплотил это в жизнь, пригласил дьявола, он зашел, увидел, что да, вроде нет окон, но на самом деле все окна были спрятаны за колоннами. Вы если обратили внимание, когда стоишь при главном входе, то все окна, они за колоннами, за белыми, и ты как будто бы действительно стоишь в здании без окон. И вот он топнул своей ногой, оставил этот след, и на этом легенда заканчивается. Самое туристическое место. Да, это центр Мюнхена, Мариенплац, где установлена статуя Девы Марии с младенцем на руках. Она была установлена в 17 веке по случаю окончания чумы, которая унесла миллионы жизней жителей Мюнхена. А здесь мы видим 100-метровый фасад новой ратуши. Здание, которое выглядит, как будто бы ему уже очень много лет, на самом деле действительно новая ратуша, а старая, она находится вот там. То есть вот это с оранжевыми крышами. Здесь установлен механизм, который называется карельон. Это старый часовой механизм, который показывает представление в определенное время. Это в 11 и в 5 вечера. Мы можем пройти и сделать селфи с горгулей. Расскажи про транспортную систему, как здесь вообще все устроено для тех, кто ездит на метро, для тех, кто ездит на своем личном авто. Транспортная система тоже четкая, понятная. Она ограничена определенными кольцами. То есть, если тебе нужно купить проездной для метро, ты выбираешь кольцо, по которому ты перемещаешься, в пределах которого ты перемещаешься, и покупаешь именно для этого кольца билет. Сейчас мы будем покупать билет, который действует на все транспортные зоны Мюнхена. Его можно использовать для проезда в автобусе, на трамвае и в метро. То есть мы можем добраться даже до аэропорта, используя общественный транспорт. Можно купить тикет на одного человека или следующий вид от 2 до 5 персон. Это сделано специально для того, чтобы местные жители пересаживались из своих личных авто на общественный транспорт и тем самым разгружали город.
Советую вам использовать автоматы вот с таким вот значком, потому что здесь точно есть русская нить. Все можно есть. Пробивать нужно всегда уточнять, что пробивать, потому что есть билет, который называется Штрефенкарта. Это такая портяночка, где нужно ставить штампик. И когда вы заходите в метро, вы засовываете этот тагис-карты и пробиваете штрефены. То есть это вот эти вот поездки. И для каждых зон определенное количество этих штрефенов. То есть если я вот отсюда поеду домой, мне нужно пробить 2 штрефен-полоски. То есть каждую зону нужно пробивать дополнительно? Да. Есть очень удобное приложение, называется МВВ. Это их местная система проездная. Вы забиваете там одну станцию, вторую, и он вам все распишет. Он напишет, сколько нужно пробить штрефенов, сколько купить проездных этих, и сколько остановок ехать даже. Я им даже до сих пор пользуюсь, очень удобно. И есть сайт münchen.de, ну то есть Deutsch, их этот ресурс. И там можно посмотреть все мероприятия, какие проходят, но единственный такой недостаток, что он на немецком языке. А как здесь вообще к английской речи, к русской речи относится? Можно ли объясниться на этих языках? Или надо обязательно по-немецки хотя бы на каком-то минимальном уровне знать? Мне даже отчасти помог вот этот базовый уровень, что мне пришлось его выучить, потому что здесь зачастую немцы не говорят на английском. И если они понимают, что ты не говоришь на немецком, они начинают замыкаться и даже так злиться. Если в Испании они весело пытались тебе на языке жестов объяснить, что они хотят тебе подстричь вот так вот, то в Германии они просто скажут, ну нет немецкого, уходите там, или как на тебя посмотришь, и ты просто уйдешь. И нужно базовый уровень обязательно иметь. У нас был случай, у меня муж пошел к врачу, и ему врач дал понять, что в следующий раз его пустят только со знаниями немецкого языка. Один из моих любимых соборов, ровесница Мюнхена, называется Церковь Святого Петра. Ее местные жители называют так ласково старина Петр или Петр. Здесь есть смотровая площадка, на которую я рекомендую подняться. Нужно обойти здание, и там есть такая маленькая железная дверь. И подняться на 92-метровую башню, 299 ступеней пройти и посмотреть на Мюнхен с высоты птичьего полета. А внутри вообще дизайн интерьера — это энциклопедия всех стилей от 16 до 18 века. Пойдемте просто посмотрим. Hello, Rikas. Hi, Vasa. Good Nice to meet you. Hi. Okay, can you tell me about your brand, about your shop? Yeah, we are one of the biggest manufacturers of traditional German clothes. We are right in the middle of Munich, next to the Viktualien Market. And yeah, we are the official manufacturer to the Munich Oktoberfest, the only one worldwide with the license to do the leather pants and the dirndl with the logo of the Munich Oktoberfest. And yeah, this is what we do for a lot of years. Can you show me your shop? Yeah, let's go inside. Okay. Have a look.
perfect matching for men and women. And as I told you before, this is the official Oktoberfest dirndl, which is we are the only brand in the world that is allowed to use the Oktoberfest logo as well. Why is it official? Only this style to Oktoberfest? Because we do every year, we do only one style for the Oktoberfest. Everything else can be done every year again. But this style is only for 2018. Next year there's something new. It's only a limited edition. It's only 13 times every piece. So 30 times every piece. And that's why this one is the very special, unique dirndl and vest, and also the leather pants, which I will show you for 2018. For instance, here we have the official lederhosen. This was in the earlier days. This was a working class pant. It's made of a wild goat. It's a mountain goat. And this was the pants that the working class, the labor, was wearing when they went into the forest or into the mines and everywhere. And also there is the more upper class leather pants. I will show you over there. This is I would say it's some kind of the Ferrari of the leather pants. It costs about 4 times this one, 4 to 5 times depending, because this is made of deer leather. And in the earlier days, only the lords were allowed to hunt for wildlife or for deers, and so only the lords were wearing these deer leather pants. And this is still till today. This is some kind of the best thing you can buy in leather pants. For instance, this one costs 1,400 euros. Yeah, and as I said, we have a lot of shirts as well and jackets. We can go upstairs if you want to have a look. Yeah, sure. And there's a little secret about the dirndl. It's about the apron and the bow, because now you're wearing the bow of the apron on the right side. This means you're in a, for instance, married, or you're in a relationship. And if you wear it on the left side, everybody knows that you are single and free and you maybe want to meet somebody. If you have it on the middle, you hesitate. You don't know currently. Maybe someone can talk to you, maybe not. I'm not sure yet. You're undecided. And also, if you have it on the back side, you would be a widow. So there's some traditional in the bow of the apron here. So you just asked me what I have in my secret pocket here on the side. As I told you before, the leather pants was for the working class, and you were always carrying a knife with you in the earlier days. And this knife was made of horn and very high valuable metal. And there is a special pocket right here on my side. And since a few years, it's no more allowed to go to the Oktoberfest carrying a knife with you. So what we did with a friend together, he invited something which allows you now not to carry a knife with you, but to have your own drink with you at all time. So, Vasa, I'll give this to you and say cheers. Great.
продолжаем смотреть на Мюнхен глазами церквей. Это одна тоже из известнейших церквей, которая прославилась тем, что ее построили в честь рождения наследника одного из королей, церковь Святого Каэтана. Одна из первых, которая была построена в Европе в стиле позднего итальянского ренессанса. Мы подошли к одной из известнейших лож в Европе, которая называется Фельдхенхалле. Она была построена по заказу Людвига, короля, и долгое время являлась таким центром нацистов. То есть они здесь проводили свои пропаганды. И даже вот символ этой ложи был изображен на ордене нацистов, орден крови. А вообще это место для города стало таким центром фестиваля классической музыки. Все-таки, Алина, стоит сюда переезжать жить или нет? Вот для тех, кто все еще думает и раздумывает. Я бы сказала, что самое главное понять, для чего вначале. Потому что если переезжать только ради переезда, то, скорее всего, у вас не пойдет, потому что вы будете без какой-то фундаментальной подложки. Поэтому я бы советовала переезжать за чем-то. Возможно, это ваша учеба, профессиональный рост, возможно, это карьерный рост. И лучше сначала найти место. А вот если ты изначально не видишь какой-то конкретной цели, а просто тебе симпатичен город или какие-то есть плюсы погодные, но здесь не будет просто найти работу, потому что есть свои правила, как везде. И вначале пожить, конечно, потому что немножко климат специфический, он приятный, но часто бывают дожди. Это не Испания, где очень жарко. И просто прочувствовать город. Хорошо, спасибо большое, что рассказала нам про этот город, за замечательный маршрут твой фирменный. Обязательно подписывайтесь на аккаунт Алины в Инстаграме, там много полезной информации. Понравился маршрут? Тогда переходи по ссылке в описании, ведь там карта, которую мы сделали специально для тебя. Лондон, Мюнхен или остров Родос. Выбирай тебе. Пока-пока.